Здравствуйте, мои любимые подписчики, гости канала Таро Гадание Инфо. Меня зовут Ирина, я таролог, магистр психологии, просто женщина, просто человек. На моем канале вы всегда услышите добрые, искренние слова поддержки. Добро пожаловать! Тема сегодняшнего расклада. Кто думает о тебе прямо сейчас? Советую досмотреть это видео до конца. На протяжении всего видео будут маленькие психологические подсказочки. Но в конце видео вас ждет приятный бонус. Помимо совета карт, вас ждет еще совет с точки зрения психологии по данному вопросу, по данному раскладу. Прямо в эту минуту, пока вы слушаете мой голос, один мужчина ведет с вами безмолвный диалог. Он спорит с вами, восхищается вами или просит прощения, не решаясь произнести это вслух. Кто этот ментальный странник, который не находит себе места, пока не коснется вас хотя бы мысленно? Давайте вскроем этот поток сознания. Сейчас делаю вашу сигнификацию. Подумайте о себе, улыбнитесь, какая девочка пришла на расклад. Карта одиночества, прошлое, токсичность вышла, неустойчивое положение ваше какое-то. Следующая карта, она сродни карте утопленник, повешенный, да? Эти карты такие своеобразные. Показано мне ваше состояние. Это карта одиночества. Женщина устала уже. Но устала не от одиночества, а устала скорее от какого-то токсичного отношения, может, ближайшего какого-то окружения. Ну, как будто бы вы уже длительное время в таком-то находитесь, к сожалению. Одиночка – это, тут может быть характеристика ваша, что, к сожалению, вы не находите, может быть, той поддержки, на которую, надеялись, претендовали. Почему-то чувствуете себя одинокой. Может быть, даже вокруг там шумная компания, да, вас окружают какие-то веселые люди, вроде бы, да, на одной волне, но при этом одиночество. Нет тех самых единомышленников, нет людей, с которыми, может быть, вам хотелось бы длительное время находиться рядышком, да. Нет ощущения такого, что я с ними на одном языке разговариваю. Вот следующая мне карта тут тоже показывает ваше какое-то неустойчивое положение. Смотрите, девушка сидит на жердочке, а рядышком какие-то тут вороны каркают. В любой момент эти вороны взлетят, улетят, да, а эта женщина прекрасная может шандарахнуться вниз. То есть это касается, может быть, окружения вашего и вашего состояния неустойчивого. В принципе, нет уверенности в завтрашнем дне. Может быть, материальное, у кого-то проблемы тут со здоровьем. Как будто бы, знаете, тут как со всех сторон, да, вот какие-то подпирают, напирают, может быть, проблемы. Вот такая полоса какая-то. Почему я так говорю? Потому что эта карта вот эта вот, я повторюсь, она сродни повешенному в классике. Не буду говорить такое депрессивное, но тут уставшая такая женщина, которая длительное время уже как, знаете, не то что там из последних сил выбивается, но уже на исходе энергия. Запас прочности уже такой заканчивается. И тут состояние это психологическое уже вымотанное, истощена. У кого-то прям выгорание, да, у кого-то опять-таки ощущение как чужой среди своих, вот такое. При этом, вот несмотря на все это, вы мудро даже вот к этой ситуации подходите, в той, в которой вы сейчас находитесь. Пытаетесь разобраться, пытаетесь понять, докопаться до сути. Почему так? А чего именно я хочу? А почему мне с ними не по пути? А почему я себя чувствую то ли дискомфортно, то ли в прямом смысле вот неуверенно? У кого-то вот эта вот неуверенность в завтрашнем дне, вы также пытаетесь разобраться, а что мне сделать для того, чтобы я, может быть, себя увереннее, стабильнее чувствовала. Нет тут такого, знаете, беспечного какого-то отношения к жизни, нет. Тут скорее идет анализ, глубокий анализ, вот тут черная, белая дуальность
попытки разобраться, даже принять свою теневую сторону. Не могу сказать недостатки, достоинства, но тут попытки проанализировать, в принципе, к чему я иду и как мне, по большому счету, сейчас выходить из этой, у кого-то тяжелой ситуации, в той, в которой вы оказались. При этом последняя карта гармония, это скорее характеризует вас как человека уравновешенного, эмоционально стабильного, женщина, которая прекрасно понимает, если она сама себя не возьмет в руки, да, не будет заниматься собственной жизнью, собственным здоровьем, опять-таки, откуда это возьмется стабильность? Понимаете, не нужно перекладывать ответственность за свою жизнь ни на кого. И за вас никто не сделает вас счастливой, вот, в том числе. Женщина уже мудрая, могу сказать. Уже нет розовых очочков, нет каких-то там ожиданий, грез. Это реальность, реальность. У кого-то тут жестокая реальность, у кого-то это, в принципе, такое желание побыстрее выйти из тяжелой этой ситуации. Вот, с минимальными потерями, да, экологично. Вот такая сигнификация, моя хорошая. Если там отозвалось, даже частично, смотрим, девочки, может быть, сейчас в раскладе что-то вы почерпнете для себя, то, что вам необходимо услышать. Подпишись на канал и поставь лайк. Кто думает о тебе прямо сейчас? Первое у нас. Кто же на связи, да? Архетип этого мужчины, который сейчас думает о вас. Какой он, этот мужчина? С каким чувством он думает о вас? Нежность, тоска, страсть или легкая досада? Какая картинка в его голове? Конкретный образ или воспоминание, которое вот, его зациклило, да? Завис он, подвис. Что мешает ему проявиться, этому мужчине? Почему он только думает, но не действует в данную секунду? И совет Вселенной, стоит ли тебе подать ему встречный ментальный сигнал? 3 зеленых свистка, да? Так, архетип мужчины. Ой, что-то я перевернула. Да что ж такое? Архетип мужчины, который сейчас думает о тебе. Так, с каким чувством он о тебе думает? Нежность, тоска, досада. Конкретный образ, который... Ой, его зациклил, да? На вас. И что мешает проявиться? Какая отмазка у него? Так, последняя. Совет Вселенной. Да что ж такое, аж прям летят карты. Стоит ли дать ему каких-то 3 зеленых свистка? Подмигнуть как-то? Что стоит? Стоит ли вам ему сделать какой-то шаг навстречу, да? Подать ему встречный ментальный сигнал. Начинаем. Первое. Итак, кто это? Кто на связи? Архетип мужчины, который сейчас думает о тебе. Да ё-моё, ну когда же это закончится? Да никогда, наверное. Павлины, да? Давно вытягивали эту карту, скучали, наверное. Вот из прошлого. Добро пожаловать. Ну вот какой-то павлин из прошлого. Еще и любовный треугольник. Не свободен, вполне возможно. Еще и карта так, финансы, о чем это? Интересно очень. Смотрите, какое сочетание. Тут карта финансы, горшочек с деньгами, с монетами золотыми, да? Но это карта прошлого рядышком. А тут, смотрите, карта безденежья и карта дьявола. У кого-то это элементарно, если все вместе прочесть, мужчина может находиться в семье, в каких-то взаимоотношениях уже, можно сказать, таких длительных, прочных. Материалка имеет огромное значение, статус, положение в обществе, да.
Опять-таки, может быть, прикладывал много сил, накоплений, да, опять-таки, там общий бизнес, общие проекты какие-то, недвижимость общая, да, тут, с женщиной, допустим, с которой он проживает. И для него вот это вот болезненно, даже мысль сама, карта безденежья и карта рядом дьявола, о том, что он может это потерять, эту опору материальную, из-под ног у него могут его выбить. Ну, несмотря на какие-то там влюбленности, несмотря на увлечение, еще на что-то, ну, вот почему-то сразу подчеркивают вот эту материалку, ну, зону комфорта, если можно сказать. При этом, в принципе, по павлину мужчина себя очень любит, да, давайте так. Мужчина себя не обидит никогда, свои потребности будут закрывать в первую очередь. Не скажу хорошо, плохо, это просто как характеристика. Умеет сделать акцент на своих достоинствах, в него легко влюбиться и влюбляются в него. Он опять-таки очень эффектно этот павлиний хвост может распускать. Несомненно, у него есть какие-то достоинства, как и у многих из нас, да, но при этом он камуфлирует свои недостатки, скрывает, а недостатков предостаточно, опять-таки, как и у многих из нас, но за счет того, что мы видим только вот это красивое оперение, вот этот вот образ сумасшедший, какой-то идеальный, и мы его еще в голове себе доидеализируем, влюбляемся, вообще мозги у нас могут плавиться, а потом в один момент какие-то из прошлого, то ли темные истории, то ли какие-то вот, ну, элементарно какие-то недостатки, да, тут скрываются, и ты офигеваешь и думаешь, бог ты мой, если бы я об этом знала сразу, да, если бы я не была так очарована, мне не пришлось бы теперь так разочаровываться, я бы в жизни не влюбилась бы, я бы этот мужчину к себе не подпустила. Ну, вот как-то так, девочки, вот такой замечательный. При этом показано из прошлого, вы уже с ним пересекались, вы его знаете очень хорошо. Большая вероятность, что то ли был не свободен, то ли сейчас не свободен, треугольник есть. Так, дьявол, ну, дьявол любой зависимости, у вас может быть с ним привязанность, да, по дьяволу, сексуальное влечение, он сам по себе, какой он? Он сексуальный, привлекательный, харизматичный, умеет к себе расположить, обаять, очаровать. У кого-то пороки по дьяволу, у кого-то манипулятор такой, талантливый. Так, с каким чувством он думает о вас? С нежностью, тоской, страстью, может, легкая досада или нелегкая досада? Да, или думает, нелегкая ее принесла ко мне, в мою сторону. Ух ты, как он о вас думает, девочки. Девочки, а ну сейчас я посмотрю. Ну, смотрите, сразу первое у меня идет. Человек надеется с вами когда-нибудь встретиться, пересечься, на лучшие времена с вами надеется. По этой карте корабль-то он в предвкушении-то, вот, может быть, мечтает, понятно, мечтает. Это, ну, когда-нибудь, где-нибудь мы пересечемся, вот нас судьба сведет, столкнет лбами. Думает о вас как о подарке. Вообще, женщина — это подарок, вот вы, это подарочек такой. Ну, тут, вот тут первые карты, не знаю, как насчет нежности, страсть, восхищение. Восхищение, знаете, как у... Вот не знаю, что-то мне в голове, как вот кот смотрит там на вкусную рыбку, да, какую там, и облизывается, и слюнки текут. А ладно, что-то мне такое, ну, подарочек, просто вот с каким-то еще бантиком. Красотка. При этом думает о вас. Почему-то он считает, тут карта одиночества и карта тупик. Конечно, это могут быть мысли такие, тут все странные карты. Тут тупик, кладбище, ангел-хранитель. Странно. Тут давайте уточню. Такие какие-то карты, чудные мысли о вас. Могут мысли его посещать, что вас, как знаете, как развели, а могли не в то время, не в том месте встретиться. Могут мысли его посещать, что вы так и стали для него непрочитанной книгой. А женщина, тут карта одиночка, я не знаю, он так вас и считывает. Женщина, которая не похожа ни на кого, и опять-таки, может, как архетип белой вороны, да?
женщина, которая не вписывается ни в одни стандарты, в какие-то. При этом вполне возможно у кого-то даже карта тупик, одиночка, он может про себя, да, ну так думает, а она меня как к себе не подпустила, она не дала мне до конца понять, какая она, не раскрылась полностью передо мной. Ну вот тут так может быть. У кого-то прямо это можно прочесть, тупик, вот и кладбище, это история о том, что, ну не хочу эту тему, да, развивать, но тут может быть как магическое воздействие, думать даже. Тут как будто бы какие-то силы помешали, да, этой истории развиться дальше, во что-либо трансформироваться. А у кого-то может быть мысли о вас, знаете, вы встретились ему, когда у него был очень тяжелый период в жизни, и вы для него были как ангел-хранитель. Опять-таки, человек, который оберегал и ради него был готов на очень многое. Но при этом такой какой-то тут нюанс, если можно так сказать, ответного вы не дождались. Такой же, ну, то ли реакции, да, может быть, обожания какого-то, внимания. Вот тут как будто бы вы этого с его стороны не дождались. То есть вашу ценность человек осознает, при этом как-то вот тут сохраняется как сожаление о том, что не получилось, не случилось. И сожаление, что вы, может быть, то ли не присутствуете в его жизни, то ли когда вы присутствовали, в его жизни было все намного, ну, как-то, ну, спокойнее, может быть, даже, ангел-хранитель. Будто бы он чувствовал вашу поддержку, любовь, заботу, вот это вот, он думает об этом. Знаете, тут идет как постфактум, ощущение понимания вашей ценности, вот даже так можно прочесть. Но при этом вот эта карта тупик, это история о том, что, скорее всего, он понимает, что многое уже утрачено, может быть, даже как бы трудно будет что-либо воссоздать, вернуть. Так, конкретный образ или воспоминание, которое его зацикливает, он подвисает. Ой, а что это? Бог ты мой, луна. Игра, расставание, друзья. Ну, девочки, у кого-то он прокручивает какой-то момент именно вашего расставания, при этом оно могло быть настолько какое-то спонтанное, тут, или выяснение отношений, или все как-то так стремительно как-то могло развернуться, или это была тут карта игра, как не всерьез, как, ну, даже не знаю, как это сказать, ну, не в шутку, не в шутку, но оно как-то все, как будто на тот момент он даже не мог до конца, не отдавал отчет тому, что происходит. Вот такое у меня ощущение, как будто бы до него только вот сейчас, вот в последнее время доходит, насколько вы, может быть, для него значимы, интересны, волнующие, волнительные, даже не знаю, как это правильно сказать. При этом тут конкретный образ. Ну, давайте так, по Луне вы вообще его маните. Вы для него, повторюсь, еще загадочная особа. Как были, так и остались такой. Опять-таки, могут быть какие-то у него вопросы к вам по поводу... Скорее всего, он сам любитель играть в игры. И тут вопросы. Может быть, вы с ним тоже в какие-то игры играли? Вот тут вот такое. Может быть, и конкретный образ... Ой, вы могли вообще ему сниться вот, длительное время, кстати, во снах приходить к нему. Карта вампира, я не знаю уж, как это все. Луна, вампир, капец. Так, о чем это? Тут вампир мне скорее проигрывается, знаете, если мужчина не свободен. Тут опять трио, любовники, и карта воровства. Очень часто у меня это проигрывается как мужчина, который при наличии постоянной женщины не против где-то восстановить там, не знаю, недостаток у него эмоционально-чувственных наслаждений. Вот он жадность. Как будто бы он в вас это в полной мере как нашел, да. Вот то, что ему нужно было, то, что ему не хватало.
Карта жадность. Ему бы очень не хотелось бы от вас отказываться. Ну, такое ощущение, как будто бы он даже не в полной мере получил то, на что он то ли претендовал, то ли мечтал об этом. Ну, тут сексуальный образ ваш также по Луне, если можно так сказать, да. Ну, скорее всего, вы так продолжаете ему сниться. Он, ну, тут 100% гештальт, как незакрытый. Что-то вот такое есть. Совпало все вместе. Ну и расставание. Вот постоянно он прокручивает какую-то то ли сцену расставания. При этом карта собака еще, друзья. Может быть, у него какое-то время еще было ожидание, что вы можете поддерживать какие-то то ли дружеские отношения, ну, то ли не пропадать, может быть, с радаров. И, возможно, вот это вот через вот эту вот а-ля дружбу, да, ну, как удерживать вас даже рядышком. А тут что-то такое мне как будто бы это не в полной мере оно сработало так. Ну да, такая как лазеечка. Друзья, ну всегда можно перейти вот из этой зоны дружеской во что-то более близкое. Так, что мешает ему проявиться? Почему он только думает, но не действует в данную секунду? У кого-то семья сразу же вышла, видите? Женщина другая, ребенок. Так, токсично, страсть. Ух ты, разбитое сердце, коса, женщина. Ну, давайте так, что мешает? У кого-то он вас видит, женщина, которая не потерпит конкуренции. Вам нужно, чтобы этот мужчина, ну, скажем так, принадлежал вам. И вы не хотите его делить ни с кем другим, ни с кем иным. Почему он только думает, но не действует? Если у него тут опять-таки семья, он готов дать вам только тут карта страсть. И он прекрасно понимает, что ну, и так сердце разбито, и ни к чему хорошему это не приведет. Он еще больше влюбится. Тут карта коса, все равно придется расставаться, все равно придется делать и вас несчастливой, и он несчастлив, и еще, если там еще есть женщина какая-то, да, семья. То есть вообще какая-то безысходность тут прям какая-то считывается. Причем токсичность это опять-таки может быть какие-то вот эти постоянные уловки, постоянное вранье. Но не хочет он этого. Он тут слишком ярко эту всю картинку перед глазами вот представляет. Не хочет. Какие бы ни были у него эмоции, насколько бы они сильными не были, тут как будто бы он понимает, что ну, ничем хорошим это не закончится. Ну и что нам карты говорят? Давайте посмотрим. Совет Вселенной. Стоит ли тебе подать ему встречный ментальный сигнал? Ну вот, девочки, а карты показывают разбитое сердце уже ваше. Карта друзья, да, дьявол. Ну, говорят, не нужно тебе разбивать себе сердечко, не нужно с ним сближаться и создавать иллюзию а-ля друзья, да, так как по дьяволу эти друзья в любой момент это может переродиться в такую страсть, сексуальную зависимость, пламя. Тут предчувствие, вы и так все прекрасно понимаете, вы ощущаете, это как по тонкому льду ходить. Это такое искушение и для него, и для вас, и ничем хорошим это действительно ну, не закончится. Вы прекрасно вот сами во всем понимаете. Карта всадник. Этот мужчина не против прискакать, но опять-таки карта змея, искушение, страсть, соблазн. Ну, грех где-то даже. Ну, хотя я не любитель на это все так смотреть, но тут как будто бы даже вас предупреждают. Ну, не надо, не создавайся на пятую точку лишних проблем. Так, мои хорошие. И в конце, как я обещала, да, помимо совет карт, психологическая помощь. Когда мы чувствуем, что кто-то о нас думает, это часто работа нашей эмоциональной памяти и тонкой сонастройки с человеком. Психологически это означает, что между вами остался незавершенный гештальт. Тот, кто сейчас держит ваш образ в голове, пытается решить через вас свою внутреннюю задачу, будь то чувство вины, тоска или невысказанное признание. Но помните, чьи-то мысли о вас –
Это лишь шум в чужой голове. Главное, это то, что вы думаете о себе сами, девочки. Ваша энергия принадлежит вам, а не тем, кто тайно по вам скучает. Теперь, мои хорошие, вы свободны от чужих проекций. Спасибо за внимание. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.